Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 10 июля, сегодня особый день, поэтому сегодня проведите одну простую, но очень действенную практику. Откройте свой кошелек и обязательно скажите свои слова. Даже если вы уже не используете кошелек, в любом случае вы имеете карты, где вы их держите. И обязательно не поленитесь и произнесите эти слова. Только помните о том, когда вы будете говорить эти магические слова, в вашем кошельке или в вашем портмоне ни в коем случае не должно быть кредитных денег, заимствованных денег, то есть должны быть именно только ваши деньги. Помните, пожалуйста, об этом. Итак, друзья, давайте начинать. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной и нужной информации. Итак, друзья, 10 июля – это день, который можно назвать днем порядка и чистоты. Этот день особенно благоприятен будет для совершенствования как себя, так и своего окружающего мира. Поэтому сегодня важно искать и исправлять ошибки, именно свои ошибки. Иногда это очень сложно сделать ввиду того, что каждый человек стремится к идеалу и думает, что он идеален. Но мы пришли в этот мир для того, чтобы совершенствовать себя. И благодаря вот этому совершенствованию мы можем достичь гармонии и порядка в своей жизни. Поэтому ни в коем случае не зацикливайтесь на том, что у вас что-то не получается, или у вас какие-то есть проблемы. Вы должны понимать то, что в первую очередь это есть ваше становление. И чем быстрее вы осознаете и поймете свои ошибки, вне зависимости, это связано с деньгами, с отношениями, с какими-то моментами в жизни, тем быстрее вы достигнете тех целей и задач, которые есть в вашей жизни. Да, нужно меняться, иногда нужно опустить голову, иногда нужно сделать паузу, остановиться, подумать. Но знаете, это очень важно для каждого из нас, потому что есть тело и есть наша душа, которая пришла в этот мир, в этот материальный мир через наше тело и пробует и совершенствует себя. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами Луна находится в знаке зодиака Дева, а это делает этот день особенно подходящим для решения практических задач и наведения порядка. Дева, как земной знак, оценит порядок, чистоту и организацию. Поэтому влияние Луны в Деве помогает сконцентрироваться на деталях и улучшить свою повседневную жизнь через тщательное планирование и внимательность к тем или иным мелочам. Обращаем ваше внимание, что сегодня оппозиция Луны и Сатурна будут усиливать стремление к совершенству и высоким стандартам. Сатурн символизирует дисциплину, ответственность, строгость, что в сочетании с детальной природой Девы создает условия для критического взгляда на себя и окружающих. Поэтому этот аспект заставляет нас задуматься о наших личных идеалах и критериях, которые мы принимаем как к себе, так и к другим людям. Однако стоит быть осторожными. Несоответствие этим высоким стандартам может вызвать критику и осуждение. Сегодня можно как погрузиться в пучину недовольства другими, так и самому пострадать, к сожалению, от чужих придирок. Поэтому важно помнить, что любая критика, она должна быть только конструктивной и направлена на улучшение, а не разрушение. Поэтому если вы сегодня кого-то критикуете, даете кому-то советы, обращайте внимание на то, чтобы люди не обиделись, люди не пошли на войну с вами, потому что, знаете, у человека всегда бывает обида, и эта обида может разразиться в что-то глобальное, что-то большее, а этого не стоит делать. Кроме того, этот день особенно подходит для следующих начинаний и дел. Первое – это генеральная уборка. Влияние Луны в Деве делает этот день идеальным для наведения порядка в доме. Генеральная уборка поможет вам избавиться от лишнего и организовать ваше пространство. Уборка не только физическая, но и ментальная, поэтому разберитесь с накопившимися делами и со своими мыслями. Далее ремонт. Делайте сегодня ремонт и мелкие починки, они также будут удачными для вас. Это время для исправления неполадок и улучшения вашего жилья. Проведение ремонта позволит вам почувствовать удовлетворение от завершения работы и улучшения окружающей среды.
Поэтому, пожалуйста, наоборот, будьте внимательны, будьте осторожны. Возможно, что-то надо в доме сегодня. Вот вы думаете, что у вас в доме все идеально, все равно найдется где-то, что надо гвоздик прибить, возможно, что-то надо подчинить, где-то надо подкрутить. Уделите этому внимание. Именно этот день, он важен именно для этого. Кроме того, сегодняшний день подходит для составления и приведения в порядок документов. Влияние Девы поможет внимательнее отнестись к деталям и избежать ошибок. Кроме того, это хорошее время для планирования и организации будущих проектов и дел. Покупки, сделанные именно сегодня, будут практичными и полезными. Вы сможете найти нужные вещи, которые послужат вам действительно достаточно долгое время. Обращайте внимание на качество и функциональность покупаемых предметов. Луна в Деве благоприятствует и уходу за собой. Стрижка, покраска волос и маникюр будут удачными и помогут улучшить ваш внешний вид. Эти процедуры поднимут вам настроение и добавят уверенности в себе. Также сегодняшний день, 10 июля, подходит для проведения медицинских обследований и начала лечения. Влияние Девы поможет более точно определить проблемы и найти эффективные методы их решения. Посещение врача или проведение диагностических процедур будут сегодня особенно продуктивными. Обратите на это особое внимание. Далее, сегодня, друзья, 10 июля, и можно сказать, что это середина лета, время, когда природа находится в полном рассвете и в изобилии. И энергия этого дня, вы знаете, она связана с плодородием, с процветанием, благополучием. Именно поэтому многие практики, ритуалы, обряды на привлечение денег и удачи приурочены к этой дате. Энергетика этого дня усиливается и астрологическими факторами. Луна в этот период будет находиться в благоприятном знаке, усиливая влияние денежных ритуалов, практик. Поэтому сегодня, 10 июля, это день, когда вы можете заложить основы для финансового успеха, при этом на долгий период вперед. Кроме того, сегодня, 10 июля, можно сказать, что это особенный день, особый, и вы обязательно должны воспользоваться этой энергетикой этого дня по максимуму. Что же нужно сегодня сделать? Вам сегодня нужно провести простую практику, с помощью которой вы сможете привлечь удачу, изобилие, богатство и благополучие в свою жизнь. Для этого вам нужно выбрать спокойное место, где вас никто не будет тревожить. Если есть это место на работе, отлично, хорошо, сделайте практику с кошельком и дома, и на работе. Но когда вы будете делать это в том месте, где есть люди, смотрите, чтобы они на вас не обращали внимания, и после этого задавали вопрос: а что ты делаешь, а для чего ты это делаешь? Вы должны понимать о том, что как только вы начинаете рассказывать и объяснять, что вы проводите практику и так далее, что сегодня по энергетике это день, вы должны понимать, что люди есть завистливые, может быть осознанно или неосознанно, но вот эту энергию изобилия, энергию достатка они могут у вас немножечко взять. И представьте себе, если каждый будет брать у вас по чуть-чуть, например, у вас есть мороженое, да, порция мороженого, представьте себе, что каждый буквально возьмет себе по ложечке, вот по чайной ложечке этого мороженого. В конечном итоге у вас останется один рожок или одна тарелочка, она будет пустая. Вот так и в жизни, поэтому не стоит сегодня, просто вот вы решили, прямо вот прочувствовали этот момент, что да, вот вы сейчас это будете делать, она очень простая, и проведите. Итак, возьмите свой кошелек и убедитесь, что в кошельке у вас есть деньги. Мы в начале видео сказали о том, что кошелек нужно проводить обязательно практику, чтобы в кошельке не было кредитных денег, не было кредитных карт. Если у вас есть кредитные карты, которые именно вы пользуетесь, они у вас активные как кредитные именно, то в таком случае нужно их изъять на время проведения практики с своего кошелька. Это очень важно. Если у вас там несколько буквально купюр разного номинала, ничего страшного в этом нет. Многие думают о том, что ой, должны быть только купюры самого большого номинала, их должно быть много. Вы знаете, здесь в первую очередь работает ваша искренность, ваша честность между вами и Вселенной, и то, что вы визуализируете, то, что вы просите. Поэтому лучше честность, чем, знаете, чем то, что обманывать кому-то, это ни к чему не приводит. Вы знаете о том, что бумеранг всегда возвращается, когда он возвращается, он приходит в тот момент, когда человек больше всего не ожидает. Итак, сядьте удобно и расслабьтесь. И далее откройте свой кошелек и посмотрите на деньги внутри.
Не надо их считать, просто смотрите и представляете, что это деньги, которые сияют, которые привлекают другие деньги. И после этого скажите следующие слова. 10 июля – день богатства и изобилия. Пусть деньги приходят ко мне легко и свободно. Пусть мой кошелек всегда будет полон. Благодарю Вселенную за финансовую удачу и процветание. Эти слова мы оставим в описании к этому видео, поэтому обязательно их скажите. Кроме того, после того, как вы сказали, представьте себе, как деньги буквально притягиваются к вашему кошельку, как будто они магнит. После этого закрываем кошелек, поблагодарите Вселенную за будущее богатство. И постарайтесь в течение дня не тратить деньги из этого кошелька, чтобы сохранить магическую энергию этой практики. Вот, друзья, попытайтесь провести эту практику именно сегодня, 10 июля. Да, она проста. Тот момент, что не стоит после того, как вы проведете практику, но хотя бы пару часов не использовать деньги, не открывать кошелек. Ну, а далее вы можете использовать деньги по назначению. На что еще, друзья, сегодня стоит обратить внимание, это на лунный календарь здоровья. Обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно, чтобы вы прислушивались сегодня к своему телу и к душе, и занимались своим здоровьем и восстановлением сил. Поэтому стремитесь сегодня к внутренней гармонии, равновесию. Постарайтесь избегать стрессов, конфликтов. Постарайтесь создать вокруг себя атмосферу покоя и умиротворения. Если у вас есть возможность, обязательно прогулки на свежем воздухе, общение с природой, физическая активность на улице будут особенно полезны. Они помогут укрепить ваш иммунитет и зарядиться энергией. Кроме того, сегодня день подходит для проведения медицинских обследований, диагностики. Хорошо сегодня посещать врача, чтобы проверить общее состояние здоровья и выявить возможные проблемы на ранних стадиях. Также обратите внимание сегодня на свое питание. Включите в рацион больше свежих овощей и фруктов, богатых витаминами и минералами. Также избегайте жирной и тяжелой пищи, которая может перегрузить желудочно-кишечный тракт. Кроме того, растущая луна в Деве способствует улучшению пищеварения, поэтому это хорошее время для начала диеты или очищения организма. Также посвятите время уходу за собой. Сегодня стрижка, покраска волос, маникюр и педикюр будут удачными и помогут улучшить ваш внешний вид. Посещение спа-салона или проведение домашних процедур по уходу за кожей и телом принесут вам максимальный эффект. Кроме того, несмотря на благоприятное влияние Луны в Деве, все-таки сегодня существуют некоторые опасности и предостережения, на которые вам следует обратить особое внимание. Влияние Девы может усилить критичность и придирчивость как к себе, так и к окружающим. Поэтому постарайтесь на протяжении всего дня избегать негативных эмоций и сосредоточиться на конструктивной критике. У некоторых людей сегодня может усилиться чувствительность к аллергенам, поэтому будьте осторожны с новыми продуктами и косметическими средствами, чтобы избежать любых аллергических реакций. Умеренная физическая активность, наоборот, сегодня полезна. Избегайте экстремальных нагрузок, которые могут вас привести к травмам или переутомлению. Теперь давайте уделим внимание карте Таро на этот день, 10 июля. И у нас, друзья, выпала карта Императрица, которая символизирует плодородие, изобилие, творчество и материнскую заботу. Именно эта карта несет в себе мощную женскую энергию, связанную с ростом, процветанием и гармонией. Поэтому под влиянием императрицы сегодня важно уделить заботе о себе и своих близких. Проявите материнскую заботу и поддержку тем, кто нуждается в вашей помощи. Это также подходящий день для саморазвития и заботы о своем физическом и эмоциональном здоровье. Кроме того, императрица, карта Таро, символизирует процветание и изобилие. Это день, когда можно ожидать финансового роста, успеха в бизнесе и улучшения материального положения. Поэтому будьте открыты для новых возможностей и идей, которые могут привести вас к успеху и изобилию. Кроме того, сегодня очень важно
влияние вот карты Таро Императрицы благоприятствует и финансовым делам. Поэтому рассмотрите возможности инвестиций и постарайтесь в этот день найти новые источники дохода. Это хорошее время для начала и новых бизнес-проектов. Также сегодня избегайте излишеств, не забывайте о себе и будьте все-таки осторожны с финансами. Тщательно анализируйте все предложения и избегайте неоправданного риска. Теперь давайте уделим пару минут Архангелу Михаилу, что же он нам на этот день советует. Во-первых, он напоминает нам о важности защиты и безопасности в этот день. Он советует нам обратить внимание на нашу энергетическую защиту и также он рекомендует нам проявить мужество и решимость в сложных ситуациях. Он напоминает, что мы обладаем внутренней силой, которая поможет преодолевать любые преграды. Кроме того, Архангел Михаил напоминает о важности следования истине и справедливости. Поэтому сегодня вот такой вот важный день, 10 июля. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.